Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня тема посвящена сладкому перцу. И мы сегодня расскажем и ответим на ваши вопросы, что мы сейчас делаем с перцем, какие агроприемы выполняем. И покажем, как дальше я провожу зеленые операции. Это, оказывается, очень сложная тема для всех. Ну что ж, вот они до зеленых операций, эти перцы. И затем мы вам покажем, что от этого леса останется. Не жалко тебе ломать перец? Ну, сейчас очень важно уже эту работу сделать, до конца завершить, потому что идет у нас время. Смотри, в Красноярском крае, да, уже пошел снег. Ну, конечно, это не у нас, не очень удачно. Вот. Что я делаю? Смотрите, мы собрали перец. Ну, этот у нас еще и дальше продолжает. По ходу собираю клопов черепашек, которые залетели. Вот. Сейчас нужно дать возможность, чтобы все перцы, у нас хотя бы и юг, а юг это у нас Украины и юг Одесской области. Но вот смотрите, нужно дать вызреть нашим перцам. Вот эти как будто бы красивые, их два многовато. Но вот есть пасынок, я его убираю. Вот сейчас это уборка пасынков. Конечно, я чуть-чуть опоздала, потому что у нас и была уборка картофеля, и плюс луна нам не позволяла потом. Вот смотрите, все пасынки, вот лишние, оставляем основной стебель. Вот у нас основной, их тут у нас два. Вот на этом. Тут у нас вообще трешечка получилась, но вот на них вот так образовались вот веточки, и здесь растут плоды. Вот на этом мы оставляем два плода, хотя это многовато, но все равно оставлю. Далее здесь у нас пасынок. Я здесь убираю этот пасынок, потому что все-таки два надо кормить. Дальше оставим вот так. Тоже пасынок убираю. Вот, потому что неизвестно, что с погодой будет. Сейчас мы будем давить. Кто-то написал, что они очень кусаются. Маленькие не кусаются. Я их вот так давлю. Вот, выдавливаем остатки. И смотрите, этот хороший плодик будет. Цветочек, если будет теплое. Но тут еще у нас пасынок и еще цветочек. Вот я убираю и пасынок. Так, цветочек мы оставляем. Вот, чтобы видно было. Здесь та же самая ситуация. Смотрите. Так, листик придется убрать, для того, чтобы видно было. Есть цветочек и есть два пасынка. Я их убираю. Вот видите, они легко убираются. Оставляю один цветочек. Здесь один цветочек. Ну и здесь тоже надо все-таки убирать. Здесь убираем. Я думаю, что этих достаточно будет. Там потом уже дальше будут расти. Нужно будет вот так вот сейчас мы их. Вот, получается, что здесь на этой веточке, думаю, вы знаете, вот это лишний тоже. Два плода и здесь три. Предостаточно. Так, теперь у нас, смотрите, еще сколько много у нас веточек. Это пасынки, которые нам не нужны. Значит, вот этот боковой сразу же и этот. Видите, клоп черепашка. У нас сразу же идет и уничтожение. Тихое, спокойное уничтожение клопов черепашек. А вот здесь можно оставить два плода. Значит, вот что у нас есть. У нас есть один пасынок, есть другой пасынок. Так, здесь тоже, видите, конечное тут может расти еще. Но я не думаю, что нужно оставлять, потому что времени уже осталось мало. И вот в итоге у нас на этой веточке еще листики можно убирать. Сегодня знак Овна, 25 утро 25 августа 2021 года. Вот если эти все созреют на этой части, на куста, на этом побеге, будет замечательно. Но у нас еще есть, смотрите, уже покажу на одном, потому что меня всегда просят, показывайте на примере. Я их тут немножко подвязывала. Так, что у нас тут? Значит, смотрите, он уже сам поломался, уходит в зрительный зал. То есть, так, кстати, куда я одеваю, я просто-напросто вот эти зеленые, они здоровые листики, идут сейчас в землю к соломе, которую мы закапываем
там, где картофель у нас рос. Смотрите, вот этот плодик хороший. Он завязался и готов расти. Но здесь у нас куча вот других. Вот еще и листик убрала. Вот убираю эти плоды, убираю вот это. Вот один из двух, чуть-чуть позже я еще обязательно с ними встречусь. И буду смотреть, если кто-то из них лучше, кто-то останется. Потому что здесь у нас будет сбор плодов, я буду собирать и, естественно, уберу. Смотрите, у нас уже 2 веточки, 3-я веточка остается. Что здесь? Здесь убираем пасынки, которые у нас, вот смотрите, да, вот здесь ничего не дают они. Здесь тоже ничего. Тут были плодики, видимо, мы уже что-то собрали. Так, вот здесь, смотрите, есть... Но здесь лучше мне нравится, поэтому я уберу этот. Дадим все питательные вещества, пусть идут сюда. Теперь остается у нас, смотрите, такая вилочка. Что можно здесь оставить? Здесь 2 прекрасных цветочка, которые завязываются. И есть еще один, 3-й. Я его немножечко тут, вот сейчас я его вытяну, вот сюда прижала. Значит, тут, где цветочки, убираем. Этот убрали. Убрался сам. Так, вот смотрите, здесь у нас тоже цветочек и пасынок. Его надо обломать. Если нет возможности обламывать, просто-напросто ногтиком вот так вот его. Вот, я уже этот цветочек убрала, поэтому тут будем сейчас выбирать, что самое лучшее. Вот смотрите, оно очень хорошо видно. Сейчас растения и тепло, наконец-то свет здесь появился. У нас здесь дыни затеняли, поэтому... Первый урожай очень хороший был, второй уже слабенький мы собирали по ходу. Вот смотрите, здесь хороший цветочек. Убираю пасынки. Оставлю. Нет, не буду оставлять вот этот оставлю один. Здесь получается тоже 1, 2. Можно здесь еще что-то оставить. Вот что у нас формируется. Видите, рядышком с цветочком сразу 2 пасынка с цветочками. Они нам не дадут никакого результата. Здесь тоже, видите? Здесь мы можем еще оставить так, чтобы он рос вверх. Вот. Его вот так вот сейчас. Вот. И будет тоже цветочек, видите? Тоже плод. Получается, что мы уже сейчас, уже на сентябрь оставляем 1, 2, 3 тут будет, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 10. Вот на такой куст очень хорошо уже оставить для плодов. То же самое делаем по всем растениям. Смотрите, здесь уже формировка идет. Здесь больше плодов. Значит, наверх будет меньше надо оставлять, потому что надо, чтобы они вызрели. Вот. Оставляю здесь 1. Вот. Так вот сейчас. И еще я обязательно убираю снизу вот эти листья уже. Снова будут ругаться, как это так, фотосинтез. Убирайте листья. Вот так убираем. Вот так вот. И здесь тоже просмотрим. Смотрите, здесь ничего нету на этих пасынках. Здесь на пасынке есть плодик, но есть и еще на пасынке пасынок. Вот видите, если нет здесь плода, на пасынке оставляем. Вот она здесь тоже. Здесь у нас вот есть вот плодик. Потому что здесь соберу, и получится, что нужно будет дальше еще, если будет хорошая погода, мы здесь можем еще сформировать плоды и получить урожай. Ну вот смотрите, здесь у меня очень большой куст, большая нагрузка. Так. И что мы делаем здесь? Здесь, там не видно на камеру будет, я сейчас покажу здесь, что видно будет. Так, вот смотрите, он высокий, я специально оставила, чтобы показать. Вот если оставить, у нас тут и вода, и питание, все нормально было в течение сезона. Так, убираем уже эти листья. Смотрите, у нас здесь, на этом пасынке, на побеге, вернее, вот эти лишние сейчас, вот это все овен, сегодня замечательное время, нужно это все лишнее убирать. Теперь смотрите, что у нас здесь, 2 пасынка на пасынке, да, здесь, видите, ничего не было плода, значит, я здесь оставляю, здесь у нас, здесь убираем,
А здесь у нас клоп-черепашка, который мы должны, задавить. Что мы и сделали. Так, теперь здесь у нас один плодик есть. В общем, вы проходите по несколько раз одну веточку, вот этот побег. Вот здесь убираем. И тогда определяете, что можно оставить. Вот я теперь... Да, плод уже завязался. Этот оставляю. Вот так вот. Здесь у нас надо будет подвязать. Вот что здесь. Здесь ситуация очень интересная. Интересно над тем, что здесь слишком много. Слишком много побегов и пасынков. Так, что мы можем сделать? Смотрите, вот этот пустой был цветочек, но он отвалился. Растение само решило, что ему не надо больше выращивать. Так, смотрите, вот здесь тоже боковой. Мы его обламываем. Здесь мы обламываем. Потому что у нас, смотрите, есть плоды внизу. Мы должны сейчас... там я соберу их. И здесь тоже боковой убираю. Вот. И что мы еще здесь можем? Так, вот эти надо убирать полностью. Вы знаете, этот я тоже уберу. Видите, когда уже формируешь все, увидишь полную картину для этого растения. Вот здесь. Что мы можем сделать здесь? Здесь один оставляю, здесь один оставляю и здесь один оставляю. А вот и тут вверху еще можно для роста. Так, чтобы видно было. Вот, смотрите, сколько здесь много. Так, этот цветочек не подходит, он уже не жизнеспособный. Оставляю вот один. Вот так, они очень легко выламываются. Получается, здесь на этой веточке предостаточно. Вот видите, вверху здесь у нас цветочек, здесь есть цветочек. Тут тоже позже уже сделаю. И здесь по 3 плода. Здесь предостаточно 3 плода. Сейчас мы их... Вы знаете, я этот тоже уберу. Вот. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы растение вырастило. Вот так вот. Завязываю. Там вверху надо еще привязывать. Ну, вот это у нас высота очень большая из-за того, что у нас здесь все-таки тень. Но, несмотря на то, что тень, они все равно растут. И далее идем. Пройди чуть-чуть туда. Это не весь куст у нас. У нас еще одна есть ветка. Почему я так уже мало оставляю? Потому что здесь еще ветка есть. Тоже убираем часть листьев. Вот. Так. Уже вот эта дикая пчела не портит ничего. Так, давайте посмотрим, что мы можем здесь сделать, чтобы больше света уже было. Вот смотрите, этот пасынок бесполезный. Убираем его. Далее. Вот здесь тоже пасынок. Я вот делаю так, обломку первый раз, а потом второй раз уже, когда остается у меня что-то такое, что... Так, вот смотрите. Здесь очень высокий. Я даже здесь больше... настроена оставить пасынок. Вот смотрите, здесь хороший цветочек. Вот он. И убираю возле цветочка пасынки. Оставляю один. Так, здесь у нас жизнеспособный. Убираем пасынки. Вот. 2 тут оставляем. Что мы здесь можем оставить? Мы можем оставить поближе. Вот так вот сюда. Я убираю этот пасынок вообще. Смотрите, 1, 2. Далее у нас тут что? Пасынки. Убираем. Действительно много, но дело в том, что должны сформироваться плоды. Вот смотрите, 2 цветочка. Основной и вот на пасынке тоже убираю. И, естественно, здесь. Вот оно видно хорошо. Какой-то из них будет обязательно расти. Может даже и 2, если вдруг потеплеет. Вдруг у нас будет хорошая погода. На что мы надеемся все-таки. Вот. Получается, смотрите, этот куст у нас 4 побега. Вот. Здесь у нас еще побег, который мы еще ничего не сделали с ним. Так, значит, нужно... Потому что здесь у нас плоды. Видите, хороший плод. Значит, что мы можем здесь оставить? Как тут цветочек? Хороший цветочек.
Мы убираем вот этот пасынок. Далее убираем здесь пасынок. И убираем здесь пасынок. Оставляем 2 плода. Здесь у нас цветет очень хорошо. Он отвалился, цветет плохо. Вот. И здесь у нас формируется, вот смотрите, основной оставляем. Здесь. И снова же буду потом наблюдать за ними. Так, что тут еще? И когда уже увижу, что кто-то сформировался нормально и погода еще будет позволять, оставим здесь 1-2 плода. Здесь практически у нас тоже можно выломать лишнее. Это, кстати, вот эта загущенность, вот здесь вот клоп-черепашка. Потому что загущенность, нужно уходить от загущенности. Так, здесь выбираю, для плодов там достаточно у нас вот всего. Вот. И получается, что вот этот куст у нас осветлили, дали возможность. Это у нас от другого куста, да. Это от другого куста веточка с плодиком. Здесь достаточно и света, и питания для того, чтобы вот теперь осветлился. И можно здесь тоже самое оставлять 10-11 плодов уже до конца, чтобы завершить сезон плодоношения. Что еще? Сразу же отвечаю на вопросы, что сделать сейчас с перцами. А с перцами сейчас нужно будет собирать то, что поспело. Первое. Второе. Очень важно подкормочку. Сейчас нужно им, я их обломала, сейчас я им дам подкормочку. Вот еще не все до конца я сделала. Все-таки вот этот выберу еще. Обязательно калий и магний. Вот эти сейчас 2 элемента питания. Фосфор, калий, магний. Уже температура падает. Можно спокойно по 15 мл на 10 литров воды и плюс тестолип. И будет замечательно. И для профилактики еще можно против вредителей, потому что минирующие эти мухи. И плюс, кстати, томатная моль тоже на перце работает. Поэтому можно будет сделать для профилактики, добавить еще скарада М. Вот такая у нас сегодня тема. Я ответила на вопросы, что мы делаем с перцами. Мы их освободили от тени, потому что здесь были дыни и арбузы. И, естественно, сейчас вот уже провели зеленые операции, то есть обломку лишних пасынков, листьев, и даем возможность, чтобы растения полили. Сейчас осталась подкормочка, и растения будут дальше формировать в теплице плоды. И очень удобно убирать клопов, черепашек. Вот такой теперь в завершение у нас перчик. Теперь уже есть силы для того, чтобы формировать, во-первых, справиться с этими плодами и еще нарастить с десяток плодов на каждом растении. Это, кстати, перец полет. На этом мы завершаем наше видео. Вот таким показом уже. Возможно, еще будут какие-то зеленые операции. Все будет по тому, все виды работы будут определяться по состоянию и по погоде. Прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео.